Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Сентябрь 2023 года и Таро прогноз, гороскоп. Давайте узнаем, каковы события сентября для вашего знака, что думают карты по этому поводу. Хотя, конечно, будем реалистами, любой прогноз – это лишь карты. Но вы люди интуитивные, я надеюсь. Первое, это мы проведем с вами приятное время, но и какую-то подсказку, свой личный инсайт вы все равно, глядя на метафорические образы карт, вы определенно получите. У нас сегодня две колоды. Это колода 78 дверей, и мы ее откроем чуть позже. Узнаем, какие же двери будут открыты передо мной или что я смогу осуществить. Но прежде на колоде Таро иллюминатов давайте узнаем с вами важное событие. Королева мечей. С одной стороны, мы чему-то будем учиться. Может быть, и где-то адаптироваться к новым условиям. Скорее всего, от каких-то привычек, может быть, или от шаблонов поведения нам придется отойти. Мы вынуждены именно адаптироваться к внешним условиям. Поэтому то, как мы действовали прежде, нам попросту не помогает. Обстановка вокруг нас словно сложится другая, иная какая-то, и это придется учитывать. И, может быть, отчасти чего-то, повторюсь, нам придется отказаться вообще. Хотя здесь мы можем отстраивать, как знаете, новый социум, окружение. Те люди, которые где-то входят в разряд наших друзей, или те, которые составляют круг нашего ближайшего общения. Может быть, и еще какая-то задача из разряда, когда мы для себя ставим какие-то перспективы, но, опять же, с учетом каких-то событий, мы должны что-то подкорректировать. И это неизбежно ведет к тому, что от чего-то мы, опять же, откажемся, словно отрежем. Больше хладнокровия, выдержки определенно в сентябре нам будет в помощь. Может быть, мы и столкнемся с таким человеком, который, знаете, умеет видеть по факту. Нет у него никаких эмоций. Он сам по себе достаточно холоден и рационален. А может быть, вам, мои дорогие рыбы и рыбки, придется превратиться в такого человека. Ну, давайте узнаем. Важное событие или в целом оценка ситуации на месяц сентябрь для вас, мои дорогие рыбы и рыбки. Как Таро иллюминатов видит сентябрь для вас. Неожиданные события или сами по себе неожиданности, что может быть. Радостные события или что нам будет помогать, но и вдохновлять и радовать нас. Посмотрим по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Каков сентябрь для финансов, энергии. Ну и что для нас в личной жизни. Важное событие. Да, действительно, мы будем отказываться от многих вещей. Мы просто закрываем в прошлое дверь. Не будет как раньше. И даже если вы сейчас находитесь вроде как в привычной обстановке, все для вас предельно ясно и понятно. Значит, в сентябре не раз вы что-то проанализируете и откажетесь от того, что утратило смысл. Словно будете пересматривать, мне сейчас это актуально, мне это как-то поможет в будущем или нет. Этот человек, я могу на него рассчитывать или нет. Тут, знаете, целая трансформация происходит. И десятка мечей – это финал. Уже какая-то прежде ситуация была или обстановка, которая вас ранила. Было что-то тяжело, со знаком минус, может быть, плохо. Может быть, был период, когда мы не могли что-то сделать. А вот теперь это момент перехода из прошлого в будущее. Это еще может быть словно пороговое значение. Предполагается, что мы должны адаптироваться действительно к новой обстановке или к новым законам, к новым правилам игры, назовите это как угодно. Но одно совершенно точно: в прошлая дверь уже закрыта. И это важно знать. Неожиданности. Здесь, знаете, по карте Луна, если мы где-то будем действовать как всегда, или мы будем действовать как все, потому что иногда есть такое значение, когда мы, знаете, что-то вовремя не предусмотрели, или точнее, сделали что-то по наитию или по привычке, вот, кстати, по какому-то шаблону. Мы можем допустить какую-то оплошность, это не есть какая-то ошибка глобальная,
Но оплошность мы можем допустить, потому что у нас не хватило времени рассмотреть или обдумать какой-то вопрос. Или мы думали, что как-то само разберется. Здесь нет, надеяться на авось мы не можем. И опять же, если мы говорим про толпу или говорим про большое скопление людей, вот нам как будто туда не надо, нам в обратном направлении, в этом мы тоже себя бережем. Само по себе в карте Луна есть тысячи неопределенностей, пока для нас еще как будто зыбко непонятно или в тумане какие-то события могут быть. Или наша жизнь нам может так казаться, но это карта интуиции, а вы все очень интуитивные люди, поэтому слушайте подсказки собственного шестого чувства. Оно вас в верном направлении определенно проведет. А для кого-то из вас это может карта еще означать, когда я адаптируюсь на новом месте, или я что-то дома у себя меняю, я обустраиваю свое место комфорта, проживания, там, где мне хорошо, то есть вот непосредственно какие-то вопросы дома, семьи, вашей пары прекрасно проигрываются по этой карте. Это то, что нам помогает, как и интуиция. Но обстановка еще пока непонятная, повторюсь, поэтому если позицию неожиданности мы рассматриваем, ну тут действительно могут быть какие-то неожиданности, поэтому мы их все не предусмотрим, но, видимо, быть в моменте здесь и сейчас нам это будет точно помогать. И карта-то говорит, что, знаете, события, которые или обстоятельства, в которых мы находимся, их невозможно просчитать заранее. Поэтому, ну, где-то руку на пульсе и подмечать, что люди говорят, что вокруг вас происходит, какова обстановка, прочувствовать словно это кожей. Это все нам поможет быстрее адаптироваться к каким-то новым обстоятельствам. Что будет радовать? Ну, где-то будет радовать, потому что часть забот с ваших плеч, может быть, да, свалится буквально. Или у кого-то это вы окончательно уходите вот от этой десятки мечей, и физически или физиологически вам будет какое-то ощущаться облегчение, как будто меньше работы, или это может быть одно какое-то направление, в котором вы будете прилагать усилия или ваши интересы, но нет, вот знаете, какой-то многозадачности. Вот вы от нее, скорее всего, уйдете. Да, может быть, будут какие-то вопросы, которым вам придется учиться как будто заново или адаптироваться к чему-то, но это уже в другом ключе, это в других правилах игры. И это нам уже нравится. А вот если мы говорим о какой-то рутине, которая нас, ну, буквально затянула, это что-то из прошлого, то это уже заканчивается. И если в позиции радости десятку жезлов, мы не должны браться за всю работу, даже если есть такие возможности. Ну, знаете, как бы мы себя растиражировать не должны. Нас будет радовать, если мы больше сохраняем собственной ресурсности. И если мы где-то уделяем внимание тому, что для вас сейчас наиболее актуально. Не пытаемся двигаться в нескольких направлениях, нам это все как будто помогает. У вас две десятки, как будто и действительно между ними еще и карта Луна, и еще последующие перемены какие-то будут. Может быть, это будет связано с передвижениями, сменой вашего места жительства или сменой обстоятельств вокруг вас. То есть сентябрь, он как будто сам по себе. Начальная форма закрытие или прощание с прошлым, но в последующем еще что-то как будто у вас изменится. Может быть, это те перемены, которые пойдут уже где-то на октябрь. У нас в сентябре выход из большой ретроградности, когда много планет, включая и Венеру, и Меркурий, у нас в ретро-движении находится. И поэтому как минимум до середины сентября, ну, как бы глобальных трат лучше не осуществлять. Это уже так, переходя даже на финансы, можно сказать. И больше будет нам в помощь, когда мы действительно пытаемся как-то вот себя определить в моменте здесь и сейчас, воспользоваться тем, что для нас, ну, может быть, где-то в плюс, или что нам помогает в адаптации вот к этому моменту, к сентябрьскому какому-то. Пока тут строить больших планов не получится, нам все равно придется учитывать последующие какие-то перемены, и в связи уже с дальнейшими переменами, как будто адаптация она может проходить, ну, так по-новому еще или продолжится, уже с учетом новых каких-то условий, событий и обстоятельств. На сентябре перемены не заканчиваются, вот это точно, мои дорогие рыбы и рыбки. Дела, работа, бизнес. Ну, наверное, большой плюс.
Старший аркан отшельник, когда мы надеемся сами на себя, и главное, нам никто не мешает, не будет как таковых помех. И нам помогает интуиция у нашего отшельника, это прообраз Диогена с фонарем. И по преданию фонарь, интуиция включается в тот момент, когда необходимо. Вот как раз интуиция это вам и помогает. Нам еще раз говорит об этом карта. Мы каким-то своим путем идем или новым чем-то мы занимаемся или пытаемся в каких-то новых условиях, может быть, работать, согласовывать какие-то документы, может быть, и жить, может быть, у кого-то переезд, опять же, иногда бывает по отшельнику, но это не тот быстрый какой-то спонтанный переезд, а может быть то, что вы уже где-то планировали, но и по отшельнику нам говорят, что это какой-то вот ваш путь, ну, назовите это по судьбе, мы должны пройти, мы должны словно себя, ну, как-то по-новому позиционировать, по-новому найти свое место в жизни, может быть, даже у кого-то так проиграется, потому что тут ведь философ, он ставит перед собой глобальные задачи, и самое главное, для него его именно путь, не просто дорога, а путь, жизненный путь имеет значение. Вот что-то такое у вас очень важное будет на кону. То, что вы будете решать, осуществлять или адаптироваться. Это на последующий период для вас будет очень важно, какой-то новый опыт. И, знаете, игра жизни завораживает. Вот как этого отшельника завораживает его какой-то интерес или его какая-то идея. И очень положительный момент, что никто не мешает. Всегда, когда выпадает отшельник, нет помех, если мы их сами себе не устроим. Финансы. Ну, где-то адаптироваться придется и в финансах. Двойка жезлов есть, знаете, как двигаться в двух направлениях или пытаться усидеть между двух стульев. Такое тоже есть. Что-то мы хотим осуществить или видим какое-то продолжение, безусловно. Просто карта дополняет нам значение, что да, перемены будут и в последующем. Поэтому я бы сказала так, на финансы, как будто деньги будут, но еще много идей и много что хочется попробовать и осуществить. Поэтому с деньгами будьте более рациональны, где-то себя не подвергните риску. Здесь лучше вообще не пытаться сразу успеть как минимум 2 дела сделать или что-то, может быть, приобрести. Повторюсь, до середины сентября приобретать все-таки не самое благоприятное время. Дождитесь, наверное, более такого положительного периода, чтобы потом не пожалеть, а купили, а что-то либо нас разочарует, либо мы придем к выводу, что это было какой-то бессмысленной тратой. Больше нам говорят о сохранении, потому что в последующем, когда что-то будет меняться для вас, открывая новые возможности или, может быть, адаптироваться как в каких-то новых условиях после уже сентября. Или в конце, может быть, у кого-то в сентября проиграется вот эти вот как элемент еще дальнейших перемен по карте Луна и вот 2 десятки, с учетом еще и отшельника. И тогда для вас как будто финансы будут наиболее актуальны. А здесь как будто так вот немножко режим экономии. Все-таки отшельник, ведь он тоже, это дервиш, он тут не совсем про деньги. Давайте посмотрим, что в личной жизни. Ну, по 4 кубков есть какая-то апатия. То есть, знаете, я бы сказала, действительно адаптация какая-то у вас проходит, когда по-старому уже не будет, а по-новому и еще не отстроилось. И это может быть связано буквально с личной жизнью, с какими-то переменами в вашей паре, в вашей семье. Или если вы один или одна, значит, вы тоже пытаетесь что-то проанализировать из прошлого. Неизбежен какой-то стопор или какое-то состояние вот такое апатичное как будто. Но наша задача увидеть возможности. Это и есть, по сути дела, рациональная адаптация к тому или к той обстановке, обстоятельствам, где мы находимся. Или, может быть, к тем событиям, которые приходят на наш порог. Или ведь каждый, кто меня сейчас смотрит, в разных странах меня смотрит. И есть вот что-то, что не в нашей власти. Наша задача, опять же, увидеть какое-то наше место вот в сложившихся условиях или в сложившихся обстоятельствах. Не поддаваться где-то желанию вот так вот сидеть, пригорюнившись и смотреть в землю. Не смотреть в землю вообще. Здесь вообще пока на сентябрь, ну, пока ничего не известно, кроме
того плана, который вы хотите осуществить. Вот идти, как этот отшельник, своей дорогой, надеясь на себя. Мои дорогие рыбы и рыбки, это неизбежно. Видимо, постепенно вы будете видеть, что для вас уже утратило смысл, что будет как раз входить в эту десятку мечей, то, что вы условно за плечами, за спиной оставите, от чего вы откажетесь, и еще, чтобы чувствовать себя более ресурсным. Вот этот момент для вас проигрывается очень активно в сентябре, судя по картам. Ну и ваша интуиция, безусловно. Как будто я сам себе друг в новых правилах игры. Исключаю всяческий риск и просто, где-то плыву по течению. Какие же двери передо мной откроются? Давайте узнаем. Какие будут двери перед вами открыты? Да практически те, которые вы сами захотите открыть. У кого-то это может означать как много общения, а для кого-то это семерка. У нас все-таки тоже карта статики говорит о неспешности. Сентябрь, что-то тут кардинально мы не поменяем, но вдохновение нам как будто и интерес уже обещают. И, знаете, никто не мешает. В этой карте, 78 дверей, в этой колоде точнее, есть такое значение, как будто двое работают крестьян в отдалении. И посмотрите, они не обращают внимания на девушку. Каждый занят каким-то своим трудом. Или каждый занят своим, может быть, будущим построением. Или какими-то своими задачами. Или что актуально. И поэтому, если мы смотрим где-то вот так, с улыбкой и оптимизмом, как девушка отправляет птицу, как будто какую-то весточку, что-то хорошее, понимаете, есть какое-то взаимодействие, есть вдохновение в плане, что я знаю, что передо мной огромные перспективы открываются. Но сентябрь еще, он течет где-то так медленно, неспешно, нет какого-то видимого прогресса, нет какого-то форсажа, понимаете, то есть сам по себе он спокойный, хотя может нам показаться, что как-то тянется что-то, вполне вероятно. Но задача такая – адаптироваться. Все карты, вот на удивление, нам говорят об этом. Итак, какие же двери перед вами будут открыты? Две карты. Значит, так быть, посему, да? Шестерка жезлов всегда победа. Действительно, те двери, которые вы откроете сами. Но для этого нам как будто секретный код понадобится. Поэтому интуиция вам будет правильно подсказывать, как действовать, где сказать, где промолчать, где сказать вовремя. Вот это будет очень важно для вас по какой-то причине, чтобы как решить какую-то задачу. Или для себя, посмотрите, по шестерке жезлов, это карта победителя, который открывает двери, а ему как будто зал рукоплещет, его приветствует. Вот вам какое-то такое свое место нужно занять в сентябре. Или к этому вы будете в сентябре идти, и где-то прояснится обстановка, может быть, уже ближе к сентябрю, к октябрю. Какие-то новые перспективы для вас, совершенно новые, в каком-то, наверное, в новом статусе, вполне вероятно, возможны. Но мы должны, опять же, полностью контролировать ситуацию. Вот не можем мы позволить себе вот так пригорюнившись сидеть. Для вас важно воспользоваться всеми возможностями. По пажу пентаклей нет, кстати, скорости в этой карте, но наш паж как будто держит, какой-то замысловатый предмет и стучит в дверь. И он не просто так стучит, а он именно как будто кодом каким-то этот стук обозначает, чтобы тот, кто находится за дверью, знал, что это он пришел. То есть и вот этот предмет, он как будто готов преподнести в подарок для того, чтобы кого-то порадовать. Или какие-то, может быть, взаимодействия, которые между вами и еще кем-то предусматриваются. Но делаем мы это, когда, в общем-то, никто не знает. Узкий круг людей, видимо, для вас будет важен в сентябре. Ладно, это ведь тоже те карты, которые у нас выпали. Давайте я сама достану. Какие же двери будут открыты? Колесо фортуны. Знаете, вам может не раз показаться, что я не знаю, куда я иду, с учетом карты Луны. Или я не знаю, что будет потом.
Я не знаю, как мне поступить. Или для кого-то из вас вы находитесь в той обстановке, которая для вас, ну, коренным образом совершенно незнакома. И вы будете где-то смотреть на людей, наблюдать за ними, как они действуют, и пытаться пропустить через себя их какие-то предположения, знания, может быть, или их действия, и попытаться где-то самому ну, просчитать, может быть, какую-то ситуацию или предположить какое-то развитие событий. По колесу фортуны все-таки это фортуна. Имеется в виду, что есть какой-то шанс, когда нам везет. Но действовать мы должны, опять же, в одиночку, как ни странно, и надеяться сами на себя. Но в помощь нам будет именно наше наблюдение, как делают другие, или, может быть, как развиваются потихоньку. Вот, да, события. Мы не можем, знаете, быть где-то небрежными. Подумать, что какая-то ситуация решится сама. Вот здесь нет. Контролировать мы ее все-таки должны. Но дверей-то нет, понимаете? И для нас нет преград. Вот мы сказали, нам ничего не мешает. Нам действительно ничего не мешает. Но какое-то его величество случая для вас определенно сложится, видимо, вот к этой победе. Вы как будто идете, но каким-то интересным таким способом. Ну, может быть, для того, чтобы окончательно с чем-то определиться, мы должны пройти какой-то путь не просто в одиночку, а проанализировав уже каким-то таким холодным рассудком, отказаться от каких-то, может быть, шаблонов поведения или отказаться от того, что прежде составляло часть нашей жизни. Может быть и так. Давайте, что мы сможем осуществить? Да практически все. Посмотрите, нет закрытых дверей. И это самое главное. По 8 кубков это в других колодах, когда мы пытаемся решить какую-то проблему, задачу, мы находим выход. Даже в тех патовых ситуациях, когда мы не знаем, как поступить. Вот Соломоново решение само по себе. И есть еще и момент, когда мы переезжаем, правда? Будут перемены у кого-то, буквально состоится, может быть, конец сентября, октябрь, еще какой-то переезд, смена места жительства. И вы будете, вот как по карте Луна, что-то по-новому обустраивать. Не будет какой-то статичной ситуации, она как будто есть только в части сентября, а дальше куда-то мы снова отправляемся. Или перед нами буквально как врата вот здесь распахнуты, да, и человек, он уже вышел из этих врат, и перед ним весь мир. Он остановился, чтобы определиться, куда же он дальше пойдет, что же он дальше будет делать. И мы спрашиваем, что мы можем осуществить? Да практически все. Из того, что мы наметили, ну и, конечно, сообразно обстановке. Нам не нужны, посмотрите, ключи. Нам единственное ключ, вот как этот кодовый стук, да, вы сказали, когда с каким-то своим, ну, ближайшим, наверное, окружением мы должны определиться. Кто-то должен быть рядом с нами, кому мы можем доверять, может быть, или с кем мы имеем какой-то даже общий интерес, может быть и так. Нам не говорят про искренность здесь, ни одной карты нет. Поэтому где-то мы сами по себе, как вот этот мудрец-отшельник в течение сентября. Но это необходимый путь к победе. И, видимо, принять то, что обстановка будет меняться, может быть, каждый день будете открывать для себя что-то новое, но это совершенно необходимо для того, чтобы перед нами какие-то более глобальные перспективы открылись. Интересный сентябрь месяц, хотя я не могу сказать, что его можно прожить по наитию или где-то, ну так, проскользнуть незаметно. Нет, тут придется анализировать, что вокруг вас и что с вами самими, словно от начала до конца, принимать как новые условия жизни, так и обстоятельства вокруг вас. Новые правила игры, мои дорогие рыбы и рыбки. Но для вас это все ведет в конечном итоге к победе. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.